Привет! Сегодня мы продолжаем работать с нашими тестами и вкладка Widgets, тесты Tabs, то есть такие вот вкладки. Уже заведомо могу сказать, что здесь у нас ошибка, где More, то есть What, Origin, Use мы можем нажать, а More мы не можем. Вот поэтому здесь будет всегда этот тест заведомо забагованный. Здесь будем делать следующее. Кликать на каждую из вкладок, вытягивать текст, а точнее его длину, и сравнивать, заголовки. Может будем, может не будем. В общем, я уже набросал такие, базовые тесты, немножко пейджи нашел, и накидал локаторов. Вот, и начнем мы с локаторов, то есть с заполнения этих локаторов. Первое, что нам нужна вкладка What. И она у нас будет называться ID, то есть это будет как ссылка, ID, Demo Tab, What. То есть это будет вот таким вот образом. Далее нам нужен What Content. Вот Content у нас будет как Demo Tab Pane What. ID-шник, то есть это будет div с таким вот ID-шником. Это вот мы... Так, вот мы сделали. Теперь Origin. Origin. Затем Use Tab Use. А здесь Tab Pane Use. Ну и нам нужно бы More получить. More. Вот. Так. More. И Content. Тоже. Вот. Все теперь у нас для этого готово. Давайте теперь приступим к написанию самого теста. Тест будет простой, то есть мы будем, как я объяснил, кликать, забирать данные и затем сравнивать. Вот. Button self element is visible. Self locators. Tabs what. Окей. Я думаю, что у нас здесь будет 1, 2, 3. Только здесь у нас будет уже Origin. Далее будет Use. Далее будет More. И здесь также все меняем. Опять-таки, здесь хороший вариант. Можно также сделать, например, словарь. И потом, немножко сократить код. И этот словарь использовать в тесте, как мы уже делали до этого, в других тестах некоторых. Вот тоже можно поэкспериментировать и попробовать. Так, у нас в первую очередь мы на вот кликаем, а потом забираем content. Self element is visible, self locators, tab, вот content. И отсюда мы берем текст. Затем то же самое для всех вот этих вот значений. Для вот этого. Я просто сейчас думаю, смотри, у нас вот получится такое полотно. 1, 2, 3. И здесь мы будем тогда менять Origin button, а здесь мы будем Origin Content, а здесь у нас будет Use Content, а здесь у нас будет More Content. Я все-таки предлагаю вам вот это вот полотно, я специально здесь оставлю, не буду его менять, и вы перепишите, чтобы это было компактно, чтобы это было более оптимизировано и удобочитаемо. Вот, поэтому вперед. Обязательно тоже исправьте вот эту вот неполноценность данного метода и сделайте его более таким читаемым, разделенным и компактным. Я даже больше скажу, и очень тяжело на это смотреть, поэтому вы ставьте видео на паузу, переделывайте метод, а я его переделаю сейчас, потому что мне жутко не нравится такой вид. Я просто, чтобы не тратить время, быстренько здесь скопирую с нашего Tabs. Так, title у нас, значит, этот будет вот так вот. Если будет what. А еще надо будет скопировать what, origin, use, or. Вот. Далее у нас будет tabs, вот content, tabs, origin, tabs, use,
tabs more. Так, здесь все готово. А теперь нам нужно пользовать tabs, name tab, title. А здесь контент. Возвращать мы будем массив button текст и вот контент. Вот. А теперь давайте сделаем tabs check tab. Вот раз, два, три, четыре. Вот origin use more. More пока закомментируем, потому что я говорю, мы знаем, что это будет, сейчас точнее я сделаю, что это будет ошибка. Так, вот title, ладно, button, и вот, нет, у нас же это все в одном. Ладно, давайте тогда лучше по раздельности сделаем, для того, чтобы это было более понятно. Я просто хотел по индексам потом к ним обращаться, но я понял, что, наверное, смысла в этом мало. More. Так, ну принтанем. О, я забыл, что нам здесь не нужен текст, нам нужна его длина. Так вот, да. Ну, я 2 принтанул, чтобы у нас было, чтобы долго там не разбираться, просто мы увидим, что-то изменилось или не изменилось, получилось или не получилось. Давайте посмотрим. Да, потому что я more оставил. Так, ну вот мы получили вот 574, origin 1059. Вот. И будем проверять следующим образом. То есть у нас assert, что у нас вот button равен what, and вот контент не равен нулю. Далее origin, далее use с большой буквы и more с большой буквы, use more. Давайте запустим, посмотрим, что получится. Возможно, придется как-то иначе обрабатывать аж. Да, вот не получается кликнуть на элемент. То есть уже у нас получается, что элемент клик не проходит. Здесь у нас получается уже ошибка выпадает. И нам нужно сюда возвращаться и проверять, правильно у нас, что у нас здесь неправильно и как у нас тут что не работает или не работает. Если мы сейчас закомментируем, я не закомментировал вот эту строчку. Так, что у нас тут неправильного? Потому что я указал здесь, надо button указать и забыл указать, что нам нужно контент. Контент сменить. Так. Ну и, соответственно, тут все проходит. А здесь предлагаю закончить и выставить наши негатив messages. Вот, ну и добавим все, закоммитим. Поздравляю вас с выполнением очередного теста. Вы большие молодцы. А теперь пришло время привести мысли свои в порядок, выпить чай, кофе и обязательно возвращаться.